После драматического поворота событий тигрица оказалась беспомощной и не смогла защитить своего детеныша от опасности. Когда казалось, что вся надежда потеряна, произошло то, что действительно вас поразит. Зима стояла суровая. В тайге мороз держался за 30 градусов, снег скрипел под ногами и сиял под лунным светом. Хрустальные узоры инея укрывали ветви елей, а дыхание каждого живого существа тут же превращалось в густой белый пар. Воздух был прозрачен и звенел от тишины. Даже далекий треск сучка разносился эхом меж стволов. И вдруг этот хрупкий покой нарушил странный звук. Сначала едва уловимый, похожий на глухой плач, затем отчетливый, пронзительный, полный тревоги и отчаяния. Он резал слух, заставлял сердце сжиматься. Илья, егерский инспектор, проверявший свои метки вдоль границы заповедной зоны, остановился и прислушался. Он слышал в своей жизни крики сов, волчий вой, рычание медведей, но это было не похоже ни на одно из знакомых звуков. В этом звуке чувствовалась боль, почти человеческая мольба о помощи. Он замер, вскинул голову, прикрыл ладонью ухо и стал вычленять направление. Казалось, звук доносится с края заболоченной низины, где даже зимой сквозь лед пробиваются ключи, и корни деревьев торчат, словно черные когти. Илья ускорил шаг, чувствуя, как сердце начинает биться быстрее. С каждым шагом крик становился громче, надрывнее, и он понял, кто-то умирает. Сугробы тянулись выше колена, ноги вязли, воздух обжигал ноздри, заставляя кашлять. Он пробирался сквозь густые заросли ольхи, ломая руками обледеневшие ветки. И вдруг открылся вид. В небольшой промоине среди снега и льда барахтался тигренок. Тонкий лед проломился, и зверек отчаянно пытался выбраться, но лапы скользили, каждая новая попытка обрывалась бессилием. Вода затягивала, дыхание становилось прерывистым. Илья сделал шаг вперед, но замер. Рядом, у старого кривого кедра, он заметил блеск металла. Приглядевшись, увидел тигрицу. Огромную, мощную, но сейчас беспомощную. Ее передняя лапа была зажата браконьерским капканом, прикованная к стволу цепью. Железо врезалось в плоть, кровь окрашивала снег темными пятнами. Она рвалась изо всех сил, но цепь только звенела и резала кожу. Ее глаза метались между детенышем и человеком. Рык сотрясал воздух, превращаясь в клубящийся пар. Сердце Ильи сжалось. Мать не могла помочь своему малышу, а тигренок тонул. Выбор был один — действовать. Он сбросил полушубок, стянул рукавицы, закатал рукава до локтя. Мороз ударил в голую кожу, мгновенно покрасневшую от холода. Илья шагнул в воду. Лед треснул под сапогами, холод тут же пробрал до костей, дыхание сбилось. Казалось, иглы впиваются в каждую клетку тела. Но он не останавливался. «Тише», — проговорил он, стараясь, чтобы голос звучал ровно, без дрожи. «Сейчас я помогу». Детеныш, почувствовав чужое присутствие, затрепыхался еще сильнее, но, услышав мягкие слова, на миг затих, словно понял. Пришла помощь. Илья осторожно просунул руки под воду и подхватил его. Мокрое тело было легким, дрожало от холода, коготки судорожно цеплялись за его рукав. Он прижал малыша к груди и, борясь с онемевшими ногами, выбрался на берег. Снег ослепительно белел вокруг, дыхание вырывалось клубами пара. Он положил тигренка в еловые ветки, укрыл лапником, чтобы защитить от ветра, но мать все еще оставалась в капкане. Илья осторожно подошел ближе, стараясь держаться боком, чтобы не казаться угрозой. Тигрица низко зарычала, но не кинулась. Она понимала, что человек подошел не для нападения. Мужчина наклонился и осмотрел капкан.
Зубья впились глубоко, цепь уходила к железному костылю, вбитому в дерево. Без инструмента не обойтись. И тут лес прорезал новый звук. Хруст снега, приглушенные голоса. Браконьеры возвращались. Илья вздрогнул. Он быстро прикрыл тигренка ветками, чтобы спрятать от чужих глаз, и сам юркнул за поваленную осину. Через мгновение на поляну вышли двое. Одетые в старые тулупы, с ружьями на плечах, с мешком капканов и топором. Лица обветренные, глаза жесткие, голоса грубые. Они неслись прямо к дереву, где билась тигрица. «Ну что, проверим добычу», — сказал один, ухмыляясь. «За такую шкуру нам заплатят дорого». Кровь Ильи вскипела. Но он понимал, прямой бой — самоубийство. Надо действовать хитростью. Когда один из них достал связку ключей и наклонился к капкану, Илья схватил камень и бросил его в сторону. В лесу громко хрустнул снег. «Что там?» — насторожился второй. «Пойдем проверим». Они направились к кустам, вскинув ружья. Илья метнулся к их вещам, лежавшим у ствола. Среди железа нащупал тяжелый гаечный ключ. В этот момент браконьеры вернулись. Он выпрямился, держа ключ в руках, и встал между ними и тигрицей. «Убирайтесь», — твердо сказал Илья. Главарь усмехнулся, шагнул вперед, крепче сжимая ружье. «Думаешь, нас испугаешь? Это наша территория. Этот зверь наш». Но Илья не дрогнул. «Здесь заповедник. Патрульные рейнджеры рядом. Они знают про ваши капканы. Хотите, чтобы вас поймали с поличным?» Браконьеры замялись. Их лица исказились сомнением. После короткой паузы главный выругался, махнул рукой. «Пошли отсюда. Не стоит связываться». Они скрылись в чаще, оставляя за собой следы на снегу. Илья облегченно вздохнул. Он вернулся к тигрице, тихо заговорил, успокаивая. Аккуратно вставил ключ в механизм, поддел зубья и разжал капкан. Железо со звоном упало в снег. Тигрица отступила на шаг, моргнула, вдохнула воздух полной грудью. Ее глаза сверкнули. Она резко повернула голову и бросилась к зарослям, где прятался ее детеныш. Тот жалобно пискнул и кинулся навстречу. Их встреча была трогательной. Мать наклонилась, облизала мокрую мордочку малыша, тот уткнулся в ее грудь, а снег вокруг засиял от их теплого дыхания. Илья стоял неподвижно, наблюдая, как они скрываются в чаще. На душе стало легче. Но история на этом не закончилась. Прошло несколько месяцев. Тайга по-прежнему лежала под снегом. Мороз стоял крепкий. Однажды, ранним утром, Илья снова вышел на обход. В сером тумане он заметил тонкую струйку дыма. Сердце ёкнуло. Браконьеры. Он осторожно пробрался ближе и увидел лагерь. 3 мужчин грелись у костра, рядом сети, капканы, ружья. Он решил тихо уйти и сообщить в контору. Но под ногой предательски хрустнула ветка. «Там кто-то есть!» — закричал один. Мужчины схватили оружие и бросились за ним. Илья бежал, снег хрустел, дыхание вырывалось клубами пара. Но вскоре грубая рука схватила его за плечо и прижала к дереву. Его связали веревкой и потащили глубже в лес. «Думал, сможешь нас остановить?» — прорычал главарь. «Здесь ты сгниешь». Илья сжал зубы. Он готовился к худшему, но вдруг воздух прорезал мощный рев. Из-за деревьев вышла та самая тигрица. Ее шерсть была покрыта инеем, глаза горели. Она не забыла человека, который спас ее. С яростным прыжком она ринулась на браконьеров. Те в панике отступили, бросая оружие, и скрылись в лесу. Тигрица подошла к связанному Илье, осторожно взяла веревку зубами и перегрызла ее. Мужчина освободился. Он поднял взгляд и встретился с ее глазами. «Спасибо», — прошептал он. Тигрица молча посмотрела,
толкнула его мордой и медленно скрылась в заснеженной чаще. С тех пор Илья знал. Где-то в тайге есть его союзница. Каждый раз, вспоминая тот день, он понимал, ни одно доброе дело не остается без ответа. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.